формула дифференцирования произведений. Представим x в степени k плюс 1 как x в степени k умноженный на x. По формуле дифференцирования произведения это будет xk штрих на x плюс xk на x штрих. И вот xk штрих мы заменим по той формуле, которую предполагаем справедливой. Если вы считаете, что при записи я никого не буду выгонять, вы ошибаетесь очень сильно. Я могу выгнать и попросить, чтобы вы явились с запиской из деканата. И потом проверю, что это у вас. Что там все в порядке, что вы рассказали о своем поведении на лекции. Посмотрим. Значит, k x минус 1 на x плюс xk. Ну, тут единичка будет. X штрих равняется единице. Мы это знаем. Значит, смотрите, это x в степени k умноженное на k. Плюс еще 1x в степени k. Получается k плюс 1 умноженное на x в степени k. В точности то, что мы хотели доказать. Значит, согласно принципу математической индукции, мы доказали формулу дифференцирования степенной функции с натуральным показателем. С натуральным показателем. Вот сколько следствий мы смогли получить из арифметических теорем. Еще одно следствие, кстати. Давайте теперь рассмотрим многочлен. Pn от x, a0 x в степени n плюс a1 xn минус 1 плюс и так далее плюс an. Да? Что будет его производной? Штрих. Сумма в результате дает сумму производных. А тут у нас произведение константы на как раз вот именно такую степенную функцию с натуральным показателем. a0 x n минус 1, ну правда еще n впереди, да? n на a0 x n минус 1 плюс n минус 1 a1 x n минус 2 плюс и так далее. Это слагаемое пропадет. А последнее, что будет, это будет a с индексом n минус 1. Можно было это записать и используя знак суммирования, можете сами это сделать. Так, внимательно вглядываетесь в доску, как будто я тут не весь что новое написал. Вот на эту формулу посмотрите, и вы сами прекрасно сможете записать, чему же равняется производная многочлена. Значит, n a0 x n минус 1 плюс n минус 1 a1 x n минус 2 и так далее до a с индексом n минус 1. Видите? Получается, что операция дифференцирования не выводит нас за пределы класса многочленов. И более того, у нас степень многочлена понижается. Степень многочлена стала на единичку меньше. Обязательно. Так что, если мы еще его продифференцируем, еще раз продифференцируем, в конце концов мы получим 0. Вот, значит, операция дифференцирования не выводит за пределы класса многочленов. Вот это, в общем-то, полезное такое наблюдение. Скажем, операция дифференцирования логарифма выводит за пределы класса логарифмов, да? У нас там возникает уже единичка, деленная на x. А тут вот как был многочлен, так и остается. Хорошо. Еще можно сказать пару слов вот о чем. Все эти арифметические факты, которые мы доказали для производных, тривиальнейшим образом переносятся на дифференциалы.
Потому что дифференциал это производная, умноженная на дифференциал независимого аргумента. Это даже, в общем-то, и не стоит того, чтобы специально доказывать. Я просто формулу приведу, чтобы лишний раз вы на них посмотрели. Значит, можно тоже в виде еще одного следствия оформить. То есть приведем аналогичные формулы для дифференциала дифференцируемых функций. Дифференциал суммы функций в точке x0. Что это такое? Это есть, естественно, дифференциал f в точке x0 плюс дифференциал g в точке x0. Как доказывается? f плюс g штрих x0 равняется f штрих x0 плюс g штрих x0. Ну, правда, это не доказывали, но ясно, что это очень легко доказать, вы это сами сделаете. Это мы доказали, да, вроде бы. Теперь берем и просто обе части умножаем на dx. Умножаем на dx. Тут получается dx, тут получается dx, тут получается dx. Но это по определению как раз дифференциалы есть. Вот и все доказательство. Произведение. Дифференциал произведения fg в точке x0. Это, смотрите, это дифференциал одной функции, умноженный на значение другой функции. Уже без буквы d, правильно? Плюс дифференциал второй функции, умноженный на значение первой функции. Понятно, да? Когда мы в этой формуле, правда я уже ее частично стер, вот ее кусочек остался, если я на dx умножу левую и правую часть, тут я получу просто дифференциал произведения, а тут я получу dx тут и тут. Так вот я этот dx припишу как раз к производной. Вот это все и будет как раз df в точке x0. А g как была, такая останется. Так, а дифференциал частного сами запишите. Поставьте место и запишите. Крайне важная формула дифференцирования суперпозиции. Крайне важная формула. Собственно, основные задачи, связанные с операцией дифференцирования, которые будут предлагаться на практике, это вот дифференцирование всяких закрученных, хитрых комбинаций функций. И вот суперпозиция это самая такая коварная комбинация для дифференцирования. Суперпозиция. И записывать нужно аккуратно и нигде ничего не перепутать. Ну давайте. Значит, дифференцирование суперпозиции. Дифференцирование суперпозиции. Функция f действует из e в g. x0 предельная точка e. f дифференцируемо в x0. Собственно говоря, то, что она дифференцируема в x0, уже означает, что x0 предельная точка, но я на всякий случай напишу. Да. И y0 это есть f от x0. Введем просто такое обозначение и потребуем, чтобы y0 была предельной точкой g. Вторая функция g, действующая из g большого g. Про y0 я уже сказал, что это предельная точка g. Вот g дифференцируема в точке y0. Мы рассматриваем суперпозицию h, действующую из e в f. h от x это есть g суперпозиция f от x
Или по-другому можно записать g от f от x. Утверждается, что h дифференцируем в точке x0, причем производная h в точке x0 есть, смотрите, как это записать, чтобы было понятно. Это есть производная g в точке y0 умноженная на производную f в точке x0. А если мы хотим от y0 избавиться, мы можем написать так. g' в точке y, когда y равняется f от x0 умноженное на f' от x0. Самое главное, как раз и не видно, да? Значит, когда y равняется f от x0. Можно, в принципе, написать еще и так. Можно еще так написать. h' от x0 есть g' от f от x0 умножить на f' от x0. Только вот здесь не совсем понятно, по какой переменной мы дифференцируем g. Да? Мы написали штрих. Ну и к чему он относится? Он может относиться к x0, да? Собственно, вот как и здесь. Так вот тут можно написать еще, чтобы было понятнее, хотя все равно будет не так понятно, как здесь. Вот тут мы дифференцируем, конечно, по x, но тут и вариантов никаких нет, тут можно не пояснять. А вот тут мы хотим сказать, что мы дифференцируем g просто как функцию g. Забывая на секунду, что в качестве аргумента надо брать f от x0. Мы пока, когда дифференцируем, мы это не используем. Мы просто дифференцируем функцию g от y по обычной формуле. А вот когда мы уже закончим дифференцирование, когда мы получим формулу с y, мы вместо y уже ставим f от x0. Так что вот с этой точки зрения вот эта запись хорошая, вот эта запись хорошая, а это не очень хорошая. Так? Ну и во всяком случае вы должны понимать, что она означает. Что мы тут, по какой переменной дифференцируем. Вот такая теорема. Такая теорема. Вот здесь как раз мы для разнообразия будем доказывать по определению именно дифференцирование. То есть вот используя вот это соотношение. Давайте оба эти соотношения запишем для наших исходных функций. И посмотрим, как из них можно получить то, что мы хотим. Значит, то, что f дифференцируемо в точке x0, означает, что f от x минус f от x0 равняется f' от x0 на x минус x0 плюс o малое от x минус x0. Давайте я сразу вместо o малого напишу то, что это означает. Что это альфа от x умноженное на x минус x0, когда альфа таково, что оно стремится к нулю, когда x стремится к x0. Вот определение дифференцируемости функции f в точке x0. Функция g. Функция g дифференцируема в точке y0. Значит, я должен иметь брать. g' в точке y0, y минус y0, плюс бета от y, y минус y0, где бета от y стремится к нулю, когда y стремится к y0. Вот определение дифференцируемости функции g. А что мы хотим получить? А мы хотим получить представление для суперпозиции. То есть вот для такой разности.
раз и есть h от x минус h от x0. С точностью. Да? И мы видим, что эту разность мы можем получить, если в качестве y взять f от x, а в качестве y0 взять f от x0. Если мы подставим вместо y, y0 вот эти выражения в левую часть и в правую часть, то ничего не изменится. Давайте посмотрим, во что это преобразуется. Ну, собственно, g' от y0 я даже и трогать-то не буду. Пусть так и остается. А вот y минус y0 я перепишу f от x минус f от x0. Плюс бета ну, вообще говоря, f от x. Давайте я так и напишу f от x, ладно. f от x минус f от x0. Свойство бета я уже написал. Еще раз писать не буду. Значит, бета от y стремится к нулю, когда y стремится к y. Теперь f от x минус f от x0. Для него у меня есть формула. Вот она, да? И я могу эту формулу использовать здесь и здесь. Давайте посмотрим, что мы в результате получим. g' от y0. Подставляю вместо этой разности вот всю эту первую формулу. Ну, сразу раскрою скобки. f' от x0, x минус x0, плюс g' y0 умноженный на альфа x на x минус x0. Это я здесь подставил и потом раскрыл скобки. Это я только вот это слагаемое преобразовал. Второе слагаемое. Плюс бета. А тут я позволю себе не раскрывать скобки. Напишу здесь просто все, что в этой формуле справа стоит. Вот так. Значит, повторяю, я начал вот с этой разности и получил справа вот такое выражение. А что я хочу, собственно говоря, получить? Ну вот, смотрите. h от x минус h от x0 есть a x минус x0 плюс o малое от x минус x0. Если я для моей функции h получу такое представление, то я, во-первых, докажу, что эта функция дифференцирована в точке x0, а во-вторых, вот коэффициент а как раз и будет производной в этой точке x0. А у меня, смотрите, вот какое представление я получил. Вот у меня x минус x0, как и здесь. То, что стоит перед ним, это как раз есть а. Вот это то самое а. И получается, что вот эта добавочка должна уйти во малое от x минус x0. То есть эта добавочка должна иметь вид какой-то гамма от x, умноженное на x минус x0, такое, что гамма от x стремится к нулю, когда x стремится к x0. Вот смотрите, для первого из оставшихся слагаемых это легко установить. Вот у нас x минус x0, вот у нас та самая гамма, в которую входит что? Функция, стремящаяся к нулю, альфа, она стремится к нулю.
А это просто какая-то константа. Понятно, что если альфа стремится к нулю, то все это тоже стремится к нулю, когда x стремится к x0. Так что вот это слагаемое есть, конечно, у малое от x минус x0. И по-хорошему нужно доказать еще, что вот это слагаемое тоже есть у малое от x минус x0. Ну, потратив 5 минут, я бы это доказал, но что-то не хочется мне это доказывать. Кстати, вот это слагаемое тоже очень легко изучить, потому что x минус x0 есть, альфа x уже есть, которая стремится к нулю, ну а все остальное уже можно даже и не анализировать. Функция бета является ограниченной. Единственная проблема вот с этой частью. Надо доказать, что вот это вот стремится к нулю, когда x стремится к x0. Это тоже, в общем-то, легко доказать, если воспользоваться теоремой о пределе суперпозиции функций. Да? Ну вот как раз 5 минут, чтобы вспомнить эту теорему, да, и применить. Тут надо вспомнить, что у нас бета зависит от y, и что она вот так себя ведет. А это, видите, суперпозиция. Бета умноженная на f от x и все такое. Вот. Еще про третье условие теоремы о суперпозиции подумать надо. Тут надо же вот, опять же, как-то учесть, да? Ну, в общем, как раз на 5 минут. Кто смелый, кто хочет, попытайтесь доказать. Кто боится, ну, значит, не надо доказывать. Если вы все остальное до этого не докажете, а потом скажете, нам осталось доказать, что вот это есть малое от x минус x0, я скажу, да, очень хорошо. Ну, 5 не 5, конечно, но не 2. То есть, вот завершающую часть я не буду требовать, чтобы вы доказывали на экзамене как. Даже на пятерку. Так. Ну, а раз так, значит, я доказал теорему. Я представил мою суперпозицию в виде линейной части плюс что-то у малое от x минус x0. И при этом, смотрите, коэффициент при линейной части это в точности та формула, которая для производной была приведена. Вот одна из тех формул еще на доске осталась, вот она, смотрите. g' в точке y0, да, умножить на f' x0. Вот так. Из теоремы о суперпозиции следует тоже несколько полезных формул. Ну вот, давайте их обсудим. Мы уже теперь в состоянии вывести формулу производной степенной функции для произвольного показателя, не обязательно натурального. Рассмотрим функцию f от x равная x в степени какой-нибудь альфа, где альфа просто рационально вещественное число, но x, конечно, в данном случае надо рассматривать только больше нуля. Тут и корни все учитываются, и отрицательные степени учитываются, все учитывается. Вот, оказывается, и это, конечно, весьма естественно ожидать, что формула будет ровно такая же, какая была и для натурального показателя. Вот как только теперь доказать? Теперь уже по индукции не докажешь. Да? Докажем вот как. Представим нашу функцию в виде e в степени логарифм x в степени a. Согласитесь, что я ничего не изменил. Я записал две взаимно обратные функции. И если x положительное, то логарифм определен. Все хорошо. Это есть e в степени альфа логарифм x.
И это можно представить в виде суперпозиции. e в степени y, суперпозиция, альфа логарифм x. То есть на место y я должен поставить внутреннюю функцию. Вот это. Так. Разумеется, когда мы решаем задачи на нахождение производной сложной функции, мы не будем постоянно вот так вот разбивать, обозначать y-ками. Один разик я это сделаю, а потом уже мы это будем все делать в уме. Но один раз все-таки стоит сделать. Значит, f' от x получается производная вот такой суперпозиции. А это есть по доказанной нами формуле производная внешней функции. После того, как мы продифференцируем, мы в качестве y подставим вот внутреннюю функцию, умноженную на производную внутренней функции. Но тут ничего поставлять не нужно, тут x как был, так и останется. Вот строго по формуле, которую мы только что доказали. Производная экспонента есть сама экспонента. Значит, e в степени y это и будет. И после этого я должен записать в качестве y альфа логарифм x. Значит, e альфа логарифм x. Умножить. Производная внутренней функции. Альфа это константа. Я ее выношу за знак производной. Производная натурального логарифма это единичка на x. Значит, окончательно получаем вот это. Теперь мы вспоминаем, что вот так мы записывали на самом деле просто-напросто x в степени альфа. Значит, это есть x в степени альфа умножить на альфа, деленное на x. Но x в степени альфа, деленное на x, это x в степени альфа минус 1. И окончательно получаем ту формулу, которую хотели доказать. Вот теперь мы ее доказали для любых вещественных атомов. Ну, для положительных часов. Так. Нам обязательно знать эту достаточно. Ну, ясно, что если вы это доказали, то мы тем самым доказали и для натурального, причем мы тут не использовали тот результат. Ну, если вам хочется парочку нейронов поберечь для других целей в своей голове, можете первый вариант доказательства не учить. Так, еще один пример. Еще одно следствие применения. Рассмотрим так называемую степенно-показательную функцию. Так, функция h от x равная f от x в степени g от x. f от x предполагается всегда больше нуля, чтобы имело смысл. g от x какая угодно. Какая угодно. Ну вот, как найти производную такой функции? Да? Мы знаем отдельно, как считать производную степенную, и отдельно, как производную показатель. А тут у нас переменная входит и в основание, и в показатель. Та же самая идея, только она будет немножко сложнее реализовываться. Представим h от x, причем сразу будем производную считать, в виде e
в степени g от x логарифм f от x. Это есть e в степени y, суперпозиция g от x логарифм f от x. Ну, такое мы уже только что делали. Значит, e, y штрих, точки y равная g от x логарифм f от x умножить на производную вот этой внутренней функции. Внешняя функция дифференцируется очень просто. Так и получается e в степени g от x логарифм f от x умножить. А вот внутренняя функция здесь, конечно, похитрее. Во-первых, это произведение. Значит, мы должны вначале воспользоваться формулой производной произведения. g' от x умножить на логарифм f от x, то есть просто на второй сомножитель, плюс g от x умножить на вот логарифм f от x производную. Закрыли скобку. Логарифм f от x это тоже суперпозиция. Можно ее, эту функцию отдельно посчитать. Вот тут давайте это сделаем. Логарифм f от x штрих. Тут я тоже еще давайте в виде суперпозиции аккуратно запишу. Логарифм y суперпозиция f от x. Вот так, правильно? Вместо y мы должны поставить f от x. Так. Значит, логарифм y суперпозиция f от x. Штрих. Это есть производная внешней функции, то есть производная логарифма. Естественно, по y тут больше нет переменных. В точке y равная f от x. Умножена на производную функции f точки x. Вот, логарифм y производная это единичка на y. Да? Значит, получается f штрих от x деленное на f от x. Вот такая красивая дробь. Кстати, вот эта дробь называется как раз логарифмической производной функции f. Производная логарифма f от x это еще иногда называется логарифмической производной функцией. Так, хорошо. Пошли дальше. Значит, это, как мы помним, просто-напросто f от x в степени g от x. Здесь ничего мне менять не надо. g' от x на логарифм f от x. А здесь надо, да? Здесь будет плюс g от x. f' от x деленное на f от x. Вы уже, наверное, думаете, как же я все это буду заучивать? Ну, правда, вы такие специалисты по заучиванию, что можете, наверное, страницу китайских иероглифов заучить. Правда, потом воспроизведете с ошибками, как примерно и теоремы воспроизводите. Вот. Все очень легко. Очень легко запомнить, сейчас вы это увидите. На удивление. Надо только немножко преобразовать. Вот, значит, штрих. Я прямо тут продолжу. Смотрите. Смотрите. f от x в степени g от x умножить на логарифм f от x умножить на g' от x. Это первое слагаемое. Правильно? Вы скажете, зачем я
Раскрываю скобки, хотя так было бы короче. Но вот увидите зачем. Второе слагаемое. Тоже будет f от x в степени g от x. А тут смотрите. Будет на самом деле не f от x в степени g от x. У нас еще внизу стоит f от x. Значит, будет степень g от x минус 1. И знаете что? Вот тут еще g есть. Давайте я впереди его пишу. g от x на f от x в степени g от x минус 1. Ну и смотрите, после этого у меня остается только f штрих от x. Вот такая формула. Вот такая формула. Как ее запомнить? Обратите внимание, что вот эта вот часть первого слагаемого, это в точности формула производной показательной функции, когда основание считается константой. Я даже это могу написать. Вспомните? А в степени x штрих это есть а в степени x на логарифм а. Вот. А в степени x на логарифм а. У нас, правда, не x был, а g от x. Но g от x это суперпозиция, и мы уже знаем, что мы просто должны теперь умножить на g штрих от x. И вот мы получаем в точности первое слагаемое, да? И видим, что это первое слагаемое является формулой производной а в степени g от x. Только потом надо вот вместо а написать f от x. А второе что? А второе, смотрите, это f от x в степени альфа. Вот если мы это продифференцируем, что получится? Альфа, f от x в степени альфа минус 1. И поскольку это все-таки суперпозиция, надо умножить на f штрих от x. Так вот, если мы в качестве альфа уже потом возьмем g, вот смотрите, альфа это g, здесь альфа, здесь тоже g. Все остальное ровно такое же, какое есть. Повторяю, что это не доказательство. Мы эту формулу вывели абсолютно строго, используя теорему о суперпозиции. Это наводящие соображения, которые позволят вам запомнить эту формулу. Потому что вот эти формулы вам, хочешь не хочешь, придется запомнить, да? По-моему, даже в школе учили, не понимая, что они означают. Вот. Ну, теперь, видите, мы как бы замораживая x в основании, получаем обычную показательную функцию, дифференцируем ее и получаем вот это слагаемое. Замораживаем x показатели, получаем степенную функцию. На секунду считаем, что это просто константа, что по ней мы ничего не дифференцируем. Дифференцируем только основание. Получаем вот эту формулу. И вот оказывается, для степенно-показательной функции надо записать сумму этих двух формул. Так, ну и еще одно следствие. Еще одно следствие. Поговорим немножко про взаимно обратные функции. Пусть функция f строго монотонная в окрестности x0. И пусть f дифференцируема в точке x0. И кроме того еще, пусть f' от x0 не равняется нулю. Вот сколько мы всего хотим. Строго монотонная, дифференцируемая, и ее производная не равна нулю. Поскольку f строго монотонна в окрестности x0, она в этой окрестности имеет обратную.
обратная функция f минус 1 от y. Давайте я ее через g обозначу для краткости. f действует из e в f. Ну, здесь мне это не сильно поможет, да? Лучше я напишу так. Она действует из окрестности точки x0 в какую-то окрестность y0, где y0 это есть f от x0, да? И это вот как раз та самая окрестность, сегмент, предположим, да, для определенности. Сегмент. Окрестность, в которой f строго монотонна. Тогда, кстати сказать, ведь функция f дифференцируема в точке x0, значит она в этой точке непрерывна. Давайте мы потребуем, чтобы эта функция f была непрерывна всюду в этом нашем сегменте. Вот. Тогда мы доказали теорему, что это тоже будет сегмент, и что данная обратная функция не просто существует, а тоже является непрерывной. Да? Она действует из v y0 в u x0 непрерывно. Непрерывно. Оказывается, вот этого достаточно, чтобы утверждать тогда f минус 1 дифференцируема, чтобы утверждать, что функция f минус 1 дифференцируема в точке y0. Напоминаю, что y0 это есть f от x0. И кроме того, есть формула, которая связывает значения производных. f минус 1 в точке y0 штрих есть единичка, деленная на f штрих в точке x0. Вот такая красивая, на мой взгляд, связь. Именно поэтому, кстати, мы требовали, чтобы производная исходной функции не равнялась нулю. То есть производная функции обратной в точке y0 равняется величине обратной производной исходной функции в соответствующей точке. y0 и x0 связаны вот таким образом. Если мы хотим избавиться от обозначения x0, можно было написать так. Единичка, деленная на f' от x, где x есть что? f минус 1 от y0. Вот так. Это, конечно, подлиннее будет. Но зато, что такое x0, можно не пояснять. Вот такая теорема. Доказать ее, получается, мы не успеем, но ничего не потеряно, да, у нас как не последняя лекция. Так что вот просто на эту теорему посмотрите. Через неделю мы ее аккуратно докажем. Все.